Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Ну и как обычно, большой привет спонсорам за помощь и поддержку в развитии канала. Ну а сегодня будем готовить тушенку. Тушенку из самого дешевого мяса. Вот такой вот. Ну это подчеревина, брюшина, грудинка. Это вот все, что начинается после ребрышек. Вот такие вот кусочки мяса. В общем, это самое дешевое мясо, но тушенка от этого не будет ни хуже, ничем. Она будет очень вкусная, очень красивая, очень хорошая. Ну и такая заготовочка должна быть в каждой семье. Ну а хотите узнать, как мы это все будем делать? Смотрите видео до конца. А перед просмотром прошу подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, что, кстати, очень удивительно. Ну и ставьте лайки, пишите комментарии. Итак, поехали. Ну и так, начнем. Здесь у нас 3,5 килограмма подчеревины. Для начала, ну, естественно, нам тут вот нарубили немножко на кусочки. Это, в принципе, не нужно. Но шкурку снять обязательно. Снимаем шкурку. Вместе с жирком где-то как-то. Но этим мы вас не будем утомлять. Но шкурку не выкидываем, она нам пригодится. Сейчас мы попросим нашего очаровательного оператора быстренько снять все это с дела. Нам фигулю показывает. И уже приступим непосредственно по баночкам. Раскладывать, солить и все делать как положено. Итак, сняли мы шкурку. Нарезали мясо, ну вот приблизительно вот такими вот кусочками. Вот. Тут и жирок присутствует, ничего страшного. Шкурки сняли. Из них мы будем варить бульон. Для чего тоже скажу. Итак, в итоге у нас получилось ровно 3 килограмма. На 3 килограмма нам нужно соли. 2% от веса сырья. То есть 3 килограмма, 2%, 60 грамм. 60 грамм соли. Я беру 30 грамм нитритной соли, 30 грамм обычной поваренной соли, но в данном случае это морская. Для чего нитритная соль? Можно обойтись и без нитритной соли. Но нитритная соль еще выступает в качестве консерванта. Нитритная соль убивает бактерии ботулизма. То есть можно сделать и с простой солью, но все-таки я советую добавлять нитритную. Все засыпаем. И начинаем очень тщательно все перемешивать, чтобы все кусочки были в соли. Итак, мясо мы все перемешали. Затянули пленочкой. И где-то на часок, на полтора уберем в холодильник. Друзья, шкурки поставили варить. Ну, варим как обычный бульон. Хорошо вывариваем. Морковку, лучок туда положили для аромата и запаха. И варим достаточно долго, чтобы бульон был концентрированный. Мясо все у нас засолилось. В каждую баночку кладем луковку. Одну лаврушечку. Ну и где-то 5-6 горошин черного перца. Ну и теперь набиваем баночку. Не сильно, конечно. Мясом. Ну, так до плечиков. Мясо осядет еще в любом случае. Вот так вот наполнили банку. Этого вполне достаточно. Ну и так набиваем все остальные банки. Кстати, по банкам я что хочу сказать. Можно как под закрутку. Заворачивающие крышки. Можно под машинку, под закрутку. То есть банки любые подойдут. Так, баночки мы все забили. Вот получилось 6 банок. Теперь пришла пора вот этого нашего бульончика. Прям по полполовничка буквально вливаем. Это чисто для старта. Сам бульон просочится и будет все нормально. Далее, что мы делаем? Берем фольгу и закрываем
достаточно плотненько каждую баночку, чтобы при кипении у нас сильно бульон не выплескивался, сок. Крышками я не закрываю, так как во время приготовления я так считаю, что резинка на крышке может деформироваться. Поэтому сделаем вот так вот. Температуру ставим 120, 125 тут у меня. На режим конвекция. Минимум на 3 часа. При температуре 120 градусов и выше бактерии ботулизма и прочие гадости, они погибают. И вот как раз в течение 3 часов, то, что мы будем готовить, все бактерии погибнут. И тушеночка будет храниться достаточно долго. Ну, если, конечно, вы ее раньше не съедите. С момента закипания прошло уже 3,5 часа. Я тут немножко подольше. Вот они так у нас хорошо кипят. И когда сняли фольгу, то обнаружили, что в одной банке практически нет, в другой мало. Здесь вот почти полная банка. И поэтому нам как раз нужен вот этот вот бульон, который мы из шкурок сварили. То есть доливаем. Доливаем. Бульон кипящий. Хочу обратить внимание. Доливаем в каждую банку. Так, банки мы все долили. Ну и теперь оставляем минут на 30, на 40 еще прокипеть уже непосредственно вот с этим долитым бульоном. Ну и так, друзья, все. Покипело у нас 40 минут где-то приблизительно. В общей сложности весь процесс приготовления, 3 часа с момента закипания, потом с доливом воды, приблизительно занял 5 часов. Итак, сейчас это все отключаем. Даем немножко постоять, минут 15, чтобы активное кипение прекратилось. И будем закручивать обыкновенными крышками. И все. Так, ну вот, друзья, все мы это сделали. Вот такие вот баночки получились. Шикарно все, прозрачно. Тут баночка немножечко, как вот тек бульон, так немножко пригорел. Но это помоется, она будет чистенькая и прозрачненькая. Ну и теперь как бы вот такой вопрос. Закрывать, укутывать или не укутывать. Такой вопрос достаточно спорный. Я закрываю. Кто-то в интернете говорит, что не надо закрывать, что надо быстро охладить. Я закрываю. Сейчас еще одним полотенчиком закрою до полного остывания. Ну и так, друзья, вот это итог наших стараний. Одну баночку мы, конечно, уже уговорили, попробовали ее. Вот хочу показать. Абсолютно прозрачная тушеночка. Вот слой этого сала, жира, который сейчас вот эти банки запечатаны прям буквально очень хорошо. Вот такие вот баночки. Ну и насчет того, чтобы вот укутывать или не укутывать. Был вопрос у меня в интернете, на другом ролике, вот, когда делал вот такую вот тушенку из индаутки. Вот она укутанная была, вот она, ей уже этой банке 1,5 года. То есть она стоит спокойно. Ну и смотрите сами, то ли охлаждать, то ли не охлаждать. Быстро. Я вот укутываю банки всегда. Вот получается, вот 1,5 года она стоит, спокойно, эта банка, ничего с ней не происходит. Ну а кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну и большой привет всем моим спонсорам за помощь и поддержку. Огромное вам человеческое спасибо.